Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом великолепного творожного десерта буквально за 5 минут. Без выпечки, без дорогих сливок. Надо только дать ему время застыть в холодильнике. Все готовится невероятно просто и из самых доступных продуктов. Десерт легкий, освежающий и такой вкусный, что хочется съесть еще кусочек и еще. Вкусное творожно-сметанное желе и много ягод и фруктов. Но что может быть лучше этого по-настоящему летнего десерта? И для рецепта мне понадобится я подготовила форму, диаметр 20 сантиметров. Дно выстелила пергаментной бумагой, бока выстелила ацетатной пленкой. В первую очередь подготовлю желатин. Высыпаю его в миску, заливаю водой и оставлю для набухания. Вода у меня обычная, комнатной температуры. В миску добавляю творог. Я использую домашний творог. Как сделать его дома, вы можете посмотреть у меня на канале. Я оставлю ссылку под видео в описании. И добавляю жирную сметану. Вместо сметаны можно использовать йогурт или кефир. Тогда десерт получится менее калорийный. Но сам тортик получается вкуснее, если использовать жирную сметану или, допустим, жирные сливки. Всыпаю сахар. Сахар корректируйте по вкусу. И добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Хорошо все пробиваю погружным блендером до однородности. Получилась вот такая очень однородная масса. Я подготовила фрукты и ягоды. Я буду использовать голубику. Здесь у меня красная смородина. Голубика у меня свежая. Красная смородина была замороженная. Также я почистила киви. И здесь у меня консервированные персики. Персики разрезаю на кусочки. Конечно, можно использовать и свежие фрукты, и ягоды, и замороженные. В общем, какие у вас есть на данный момент. Киви также разрезаю на кусочки. Набухший желатин прогрею в микроволновке такими короткими импульсами. Обязательно контролируйте нагрев, чтобы масса не закипела. Температура ее должна быть примерно 50-60 градусов, не больше. Желатин я прогрела и теперь выливаю его в творожно-сметанную массу. И хорошо все перемешиваю. После добавления желатина масса немного разжижается. Кстати, используйте не холодный сметану и творог, чтобы желатин сразу не начал схватываться. Если во время перемешивания вы чувствуете, что масса начинает застывать раньше времени, можно поставить ее на водяную баню и немного прогреть. Не доводя до кипения, масса снова станет жидкой. И теперь сюда добавляю все фрукты и ягоды. Перемешиваю. Кстати, те ягоды, которые заморожены, тоже рекомендую заранее разморозить. Выливаю всю массу в форму. Аккуратно все разравниваю, чтобы верх получился ровный. Немного все прокручиваю, чтобы не было пустоты внутри. Сверху, по желанию, десерт можно украсить. У меня белый шоколад. Я просто при помощи овощечистки нарезаю вот такие кусочки. Посмотрите, какая красота получается. И сейчас надо все отправить в холодильник на 5-6 часов. Надо, чтобы масса хорошо застыла. Я закрываю пленкой и ставлю в холодильник. Мой десерт застыл в холодильнике. Сейчас извлеку его из формы. Десерт получается такой легкий, очень вкусный. В нем много фруктов. Его можно съесть много. Рекомендую его приготовить и попробовать. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня».
Всем пока!